Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Если есть прекрасные, любимые, очень хорошие такие вот лианы у дома или какие-то другие ягодные растения, и вы хотите их размножить, но это именно касается лиан, можно использовать для этого нарезку черенков. Ну, кстати, мы нарезали, видите, уже была первая нарезка, и здесь же и формировка сразу урожая, и то, что мы срезали, мы также попробовали укоренить. Сейчас вам покажу, как мы укореняем череночки, а затем поделимся своим секретом, как мы еще размножаем и очень эффективно, и стопроцентная приживаемость, и стопроцентно новые, здоровые, красивые растения актинидии. Мы сегодня поговорим об актиниде. Это можно делать и с виноградом, и другими лианами. В конце мая месяца был очень хороший период для обрезки. Это был телец, и это была убывающая луна, уже 4-я фаза. И мы нарезали черенки, обрезали. Обрезку, естественно, нарезали черенки. Здесь у нас такое затененное место, чтобы солнце не попадало прямое, иначе очень высокие температуры. Бывают уже один день до 40 градусов на почве было. Поэтому мы вот в затенении таком, под бутылками, вот здесь нарезаны черенки, почва садовая, влажная, следим, чтобы была здесь влага, и здесь идет укоренение. Здесь они будут и находиться до момента уже высадки. Вот так они будут здесь. Здесь, кстати, и другие у нас растения зачеренкованы, и вот таким образом мы размножаем. Но есть более эффективный способ, и сейчас мы о нем вам расскажем. Итак, для того, чтобы очень эффективно, стопроцентно получить здоровые растения актинидии, мы сейчас подготовили специально. Тут земля садовая, желательно та земля, в которой будут расти наши растения далее. Тем более особых проблем нету, потому что укоренение будет очень легким и рядышком с материнским кустом. Итак, у нас есть садовая земля. Чем больше горшок, тем лучше. Можно вот такой горшок, вот можно такой горшок. Чем больше, тем прекраснее. И можно немножечко на дно, кстати, я потом, когда высаживаю, такие оставляю, на дно выложить. Потом поймете, когда увидите, что происходит. Я уже покажу готовые. У меня есть уже укорененные. Но немного буквально на дно нужно выложить. Вот есть такие кусочки. Если у кого-то есть окатыши, но мне не нравятся, они очень переносят споры грибковых заболеваний, именно корневые гнили. Можно такие кусочки. Но вот обязательно нужно, чтобы не было вот там внизу, чтобы земля не уплотнилась сильно, а должен быть вот такой вот дренаж своеобразный. Итак, дренаж у нас есть емкость, и обязательно внизу у нас вот такая еще без дырочек, это посуда, в которой будет находиться, и потом и полив мы через него будем делать. Ну и под каждое растение мы вам покажем, у нас разные растения на укоренении и на размножении, разная высота сразу же у куста. Вот у нас куст, это у нас киевская гибридная актинидия, очень вкусно и, кстати, самое раннее. Итак, еще нужен будет кирпич, есть у нас раствор фитодоктора, и теперь приступаем к самому процессу. Итак, горшок у нас готов, а теперь мы насыпаем сюда землю, засыпаем. Вот так. Она, конечно, было бы хорошо, если бы она была увлажнена, но дело в том, что сейчас знак Девы, и только начальный период мы можем спокойненько полить. Вот, полью частично сейчас. Теплая водичка у нас на улице и раствором фитодоктора. Очень хорошо для укоренения вот этот раствор для земли. Земля воздушная такая получается. И дальше снова же мы практически сейчас набираем горшок земли. Я хочу вам показать и большой, и маленький. Сильно маленькие летом очень сложно удержать влагу. Поэтому мы используем 3 литра, самые хорошие, объемные такие, и больше. Здесь у нас 3,5 литра. И снова же сюда полив.
Снова же поливаем. У нас здесь Цири, кошечка помогает. И снова же фитодоктор. Вот я заметила, сейчас попробовала вот и только начала использовать в этом году. Очень хорошая штука. Так, пока у нас набирается земля водички, замачивается. Ну, идем мы теперь к самому месту, где я выбрала. Вот я выбрала, смотрите, именно для того, чтобы укоренить, мне нужен молодой побег. Вот прошлогодний есть и уже этого года. Здесь, где будет происходить укоренение, я убираю листики. Вот. Вот таким образом. Я всегда говорю, что дева не для зеленых операций, но в данном случае мы готовим растение к тому, чтобы укоренять. И очень хороший результат дает укоренение, если на конце веточки, во-первых, эта веточка уже видно, что она плодовая, если на конце веточки есть вот эти ягодки. И вот так виноград, кстати, тоже я всегда оставляю, если делаю отводок виноградный весной, то обязательно одну гроздочку оставляю. Очень хорошо происходит тогда укоренение. Итак, теперь мне нужно вот эту веточку отправить вот наш горшок. Смотрим. Снова же вот эти листики нам мешают. Они не должны быть в земле. Еще смотрим. Вот так вот. Ага, вот оно здесь показывает самый лучший результат будет. Вот так. Видите, кончик веточки должен быть на выходе. Здесь получается у нас даже две веточки. Еще эти тоже убираю. И здесь вот так вот земля. Теперь присыпаем землю. Вот здесь будет корневая система образовываться. Красивая, такая мощная. Потом покажу. В горшке будет какая красота. Итак, у нас здесь, видите, веточку эту убираем. У нас остаются листики, остаются плоды. Но для того, чтобы вот эта веточка, этот побег не убежали у нас с горшка, вот так вот, я использую кирпич или можно что-то еще другое тяжелое. И смотрите, оно будет удерживать. Обязательно еще проливаю фитодоктором, раствором фитодоктора. Вот, земля здесь влажная. А знаете, получается, видите, уже излишки воды у нас уходят в вот эту тавочку. А когда у нас будут высыхать, естественно, мы можем сюда подливать. Я подливаю вниз, корни образуются и будут тянуться именно вниз, к воде. И тогда развивается очень мощная корневая система. Не сверху здесь маленькая, когда-то не полил, не получилось вовремя это сделать, то, естественно, я сейчас ягодки так вот поднимаю их. Вот так они будут наверху. Вот. А здесь вот так нужно тоже закрыть, чтобы влага не уходила. И вот здесь уже будут образовываться корни. Вот с этой веточки будут образовываться. Далее полив можно и сюда проводить. И провожу сюда. Вот, допустим, нужно в период, когда вот после девы будет обязательно, после дней корня, обязательно дни стихии воздуха. И, естественно, поливать нельзя. Поэтому, если снизу будет водичка, корни будут тянуться, возьмут ровно столько, сколько надо, а здесь в почве не будет этой корочки залитой, и будет дыхание проводиться вот этого растения. Это у нас вот отводок. Ну, а осенью мы сможем уже обрезать от материнского куста и получить здоровые растения. Мы сейчас с вами пойдем, я покажу, что мы уже сделали. Это был конец мая в Сельце, и уже у нас там начался процесс создания корней. Вот смотрите, вот уже сколько у нас получилось. Здесь 2 недели вот этому отводочку. Тяжелый камушек. И здесь развивается дальше, видите, развивается сам побег. Уже новые листики выросли. Вот. Но особо здесь они не будут расти большими, потому что сейчас там идет образование корней. Но для того, чтобы подняться на эту высоту, мне пришлось использовать все, что есть. Вот такую подставочку. И вот здесь они находятся. Здесь есть еще один у меня отводочек. Смотрите, тоже отводок. Тоже уже пошла работа корнеобразования. Вот.
То же самое, но здесь у меня внизу тарелочка. Можно любую посуду, главное, чтобы вода не вытекала и не высыхала земля. И здесь то же самое. Идет образование корней под этим камушком. Не поднимаю для того, чтобы не повредить. Там сейчас нежные корешочки начинают образовываться. Здесь нету ягод, но это у нас тоже плодовая веточка, и мы ее тоже используем для того, чтобы размножать вот таким образом растения. Ну а сейчас хочу сказать, что вот смотрите, при таком размножении актинидии, именно актинидии, да, кстати, и другие тоже ягодные растения, именно лианы, получается, что если я отводком, я уже пробовала, отводком высаживаю растение, то через 2 года я уже получаю урожай. А вот тот вариант первый, который я вам уже показала, это черенки, укоренение черенков, то 4-5 год получается ускорение в 2 раза. Быстрее мы получаем ягоды на своих растениях, и причем корни мощные, они все время получают нужное питание в любое время, чтобы не было там экстремальная какая-то ситуация. Они всегда, вот эти отводочки, новые саженцы уже имеют возможность получать то, что и получают все остальные части вот этого растения. Поэтому я по просьбе некоторых наших знакомых, они попросили рассказать, как я укореняю, кроме черенков, потому что с черенками не всегда, не все 100% получается укоренить. И нужно следить за поливами, очень аккуратно за этим всем делом. Здесь очень хорошо, что можно спокойно оставить себе растение. В данном случае наш вот этот прекрасный отводок. Водичка есть, не замачивается, не заливается вода. Дыхание есть, потому что, вы видите, я оставляю, не полностью закрываю весь горшок. Для дыхания тоже все есть. И внизу водичка есть. Питание какое? Вот нужно фитодоктор. Мне понравилось сейчас, как это все происходит. В нем там все, что нужно есть. Особо всякими увлекаться какими-то химическими стимуляторами роста я не советую, сама не пользуюсь этим, потому что считаю, что все должно быть естественно, природно, и растение должно в природных условиях адаптироваться к тому, что оно живет в этом пространстве, и здесь у него есть все для того, чтобы оно развивалось, росло и потом дарило нам вот эти вкусные витаминные ягоды. Раиса Горяченко и Александр Волик подготовили ответ на вашу просьбу о том, как мы размножаем. Кстати, можно и киви таким образом размножать, виноград мы так делали. Размножайте свои любимые растения и получайте хороший урожай, и получайте удовольствие от того, что вы делаете. Делайте это с радостью, с добром в сердце, с миром в сердце. Будьте гармоничны и дарите эту гармонию миру, который окружает вас. И будет взаимность вам. То, что вы мыслите, то, что вы делаете, с каким вы настроением делаете, то и вы получите. Мы прощаемся с вами. Всего-навсего до следующего видео. Пока-пока. Будьте все здоровы, мира и добра вам.